Друзья, всем привет, с вами Иван Кузьминов. Некоторые из нас убеждены, что живая пища отлично способствует самоочищению ротовой полости и самоотбеливанию зубов. И считают, что механическая чистка для них излишняя. При этом пользуются аргументом: ни одно животное в природе не чистит зубы, поскольку правильно питается. Но действительно, глянув на тех же горилл в дикой природе, например, мы можем заметить, что зубы у них выглядят просто шикарно. Но что же касается человека? Сегодня мы с вами это обсудим. Естественно, каждому хочется иметь белые, здоровые, крепкие зубы. Ну иначе просто нечем будет откусывать или измельчать пищу. Сыроедение или живое питание само по себе предполагает обеспечение организма и зубов в частности многими полезными веществами, минералами, витаминами и прочим. Однако тема состояния зубов на сыроедении беспокоит многих. Как показывает практика, нередко от начинающих или более опытных сыроедов поступают серьезные жалобы относительно ухудшения состояния зубов. Ну да, логично то, что питание сырыми растительными продуктами полезнее, чем нездоровой пищей. Особенно, когда человек прибегает к использованию зубных паст, ополаскивателей рта, например, или жвачек. Ну и, конечно же, помощи зубных поликлиник. Однако весьма опасным является предположение, что на сыроедении исчезнут имеющиеся проблемы с зубами. То есть, некоторые думают, что зубы сами с собой подлечатся или исцелятся. Вы что, с ума сошли, что ли? Во многих случаях проблемы только усугубляются и могут быть очень плачевные результаты. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, не пренебрегайте своим здоровьем, тщательно следите за состоянием своих зубов или детей, если у вас имеются уже дети. Вот, например, одна девушка, фрукторианка, на форуме рассказывает, цитирую: «У меня всегда были отличные зубы, ногти и волосы. К зубному ходила очень редко, так как кариес был редкостью. Как начали сыроедить, так начитались про вредность паст, чистки зубов и зубных щеток. Замену им толком и не нашли. Зубы через полгода сыроедения стали чувствительными ко всему, холоду, кислому и даже к прикосновениям языком. Эмаль стала очень-очень тонкая. Существует много мнений, что сыроедам можно и не чистить зубы, поскольку употребляется все живое и с пользой. Но сейчас я понимаю, что чистить зубы надо после каждого приема еды или хотя бы 2 раза в день. Чистить надо хорошо и качественно. За эти 2 года я не ходила к зубному, считала, что кариес сам исчезнет. Со временем у меня появилось несколько черных точек, они не увеличивались, а я считала, что со временем сыроедение спасет мои зубы. Но когда пелена спала с моих глаз, и я пошла к зубному, оказалось, что у меня 8 проблемных зубов. С виду незаметно, но на самом деле обнаружился сильный кариес в зубах. Друзья, ну как же предотвратить страшные проблемы, не отрекаясь от любимого питания? Есть несколько правил, соблюдение которых точно не даст зубам утратить свое здоровье. Итак, первое. Полоскать рот водой или чистить зубы после каждого приема пищи. Покушали, пополоскали или почистили щеточкой. Второе. Чистить зубы нужно тщательно. 2 раза в день и больше. Ну, желательно не менее 3 минут. Особенно важно чистить и полоскать рот после сна, чтобы все выделенные за ночь вещества не оставались во рту и не попадали в организм вместе с пищей. Третье. Следите, чтобы такие продукты, как сухофрукты, семена и орехи, не занимали большую долю дневного рациона, потому что они прилипают или попадают в разные дырочки, которые существуют между зубами. Четвертое. Ешьте больше зелени и фруктов по сезону. Ну, для сыроедов-новичков, ну а также продвинутых, советую также употреблять кунжутное молоко, потому что оно содержит очень много кальция. И пятое. Используйте органические зубные пасты и щетки, ну а также зубные нити по желанию. Я иногда использую, иногда нет. Я лично первый год чистил зубы просто щеткой, без всяких паст. Я тоже считал, что они вредны, поэтому перестал их использовать. В принципе, за год никаких проблем у меня не появилось, просто первое время непривычно было без пасты.
Но потом я открыл для себя обычный зубной порошок. Вот, в любой аптеке он есть, стоит копейки. Хватает на долгое время. Вот, с ним я более комфортно, мне чистит зубы. Я вот так вот вам закрою бренды все, чтобы вы не подумали, что я кого-то рекламирую. Вот просто обычный порошок, который есть в каждой аптеке. Вот такая баночка. Также некоторые советуют, что можно чистить зубы баклажаном. Откусить кусочек, прожевать до кашицы, а потом щеткой вместе с этой кашицей счистить зубы. Но это уже так для продвинутых. Существует также мнение, что мед намного эффективнее обычной зубной пасты. А еще рекомендуют ежедневное употребление чайной ложки глины с щепоткой морской соли. Честно сказать, я так не экспериментировал, но вы можете попробовать. Просто соблюдайте эти советы, и вам вряд ли придется навещать стоматолога. Что же происходит с нашими зубами и почему некоторых саредов начинаются вышеизложенные проблемы? Ну, во-первых, сахар и кислота, имеющиеся в продуктах, да, особенно во фруктах, смещают кислотно-щелочной баланс во рту в сторону повышенной кислотности. Из-за этого разрушается эмаль зубов. Через определенное время после еды pH-баланс восстанавливается. Но в случае частых перекусов восстановление происходить не успевает, поэтому вы должны постоянно полоскать ротовую полость. Во-вторых, от орехов, семян и сухофруктов во рту остаются остаточки пищи, как я сказал ранее, да, которые застревают между зубами, и там создается идеальная среда для размножения кислотно-всяких продуцирующих бактерий, которые являются причиной возникновения кариеса именно и прочих зубных болезней. И в-третьих, порой мы можем пренебречь в своем рационе богатыми кальцием и магнием продукты, что не будет способствовать укреплению зубной эмали. Так что пейте кунжутное молоко, не забывайте. Еще, друзья, запоминаем, все необходимые для здоровья зубов витамины и минералы содержат абрикосы, яблоки, смородина, виноград, крыжовник, морковь, вишня, персики, ананас, огурцы, капуста, зеленый горошек, кунжут, мак, все бобовые и пророщенная пшеница. Вот, кушайте все из перечисленного побольше, делайте зубы здоровее. Ну, и на всякий случай, если я слишком сильно напугал вас тем, что рассказал, спешу подметить очень важную деталь. Есть и такие сыроеды, у которых нет просто проблем с зубами, и состояние их зубов со временем только улучшалось. Такое чудо происходило. Вот рассказывает один известный сыроед, мой товарищ, имя не буду указывать. После 1-2 месяцев сыроедения и отказа от чистки зубов образовался сильный налет, зубы пожелтели. Однако я решил продолжить не чистить зубы. Хотел немного подождать. Была какая-то внутренняя уверенность, что при правильном питании организм все-таки придет в норму самостоятельно. И оказался прав. Сырая пища сделала свое дело. Спустя еще 2 месяца зубы стали белыми и налет исчез. Стоматологи говорят, что зубная эмаль не восстанавливается. Это неправда. Вот, обнадежил еще один форумчанин-сыроед. В момент перехода на сыроедение у меня была ямочка с черным пятном на одном из зубов. Сейчас этой ямочки нет, и чернота исчезла. Вот такая вот мистика, друзья. Верить или нет, это уже решать вам, но я настоятельно рекомендую меньше надеяться на удачу и все-таки брать судьбу в свои руки. Ну и так, друзья, вот и все. Я думаю, все я сказал. Берегите себя, пожалуйста. С вами был я, Иван Кузьминов, сыроед со стажем уже более 6 лет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Пусть они все посмотрят, и это видео будет им полезно. До новых встреч, всем пока, отличного здоровья!